Мы привыкли думать, что когда заканчивается большая война, наступает мир. Но так ли это на самом деле? Сегодня мы погрузимся в одну главу истории, которая показывает, что бывает и наоборот. Это рассказ о том, как для целого народа конец Первой мировой стал лишь началом финального, самого жестокого акта трагедии в регионе Понт. И вот этот вопрос на самом деле ключевой. Мы как-то по умолчанию считаем, прекращение огня значит конец страданиям. Но то, что произошло в регионе Понт, заставляет очень сильно в этом усомниться. Так вот, для понтийских греков годы с 19 по 23 не принесли никакого мира. Совсем наоборот. Это был период, когда все инструменты насилия, которые отточили за годы войны, вдруг применили с новой, еще большей силой. И все это в совершенно изменившихся политических условиях. Чтобы понять, как такое вообще стало возможным, нужно посмотреть на самый первый фактор. А это крах огромной империи. Именно он создал, просто идеальные условия для хаоса и полной безнаказанности. Вот она, отправная точка. Мудросское перемирие 1918 года. Да, формально оно остановило войну. Но побочным эффектом стало полное разрушение центральной власти. Империя, которая держалась столетиями, начала, по сути, гнить и распадаться изнутри. И что обычно происходит, когда рушится центральная власть? Правильно, возникает вакуум. Власти столицы утекают к местным полевым командирам, политикам, которые теперь вообще никому не подчиняются. Именно так и появилось это пространство беззакония, где насилие стало не исключением, а, увы, правилом. Но, знаете, одного вакуума власти этого мало. Нужна была идея, идеология, которая бы все это насилие оправдала и куда-то направила. И таким топливом стал радикальный, жесткий национализм. И вот здесь самый важный сдвиг, который изменил абсолютно все. Понимаете, раньше в рамках империи разнообразие народов было нормой. С этим как-то жили, этим управляли. А новая националистическая логика посмотрела на это разнообразие и увидела в нем смертельную угрозу. Целью стало не управление меньшинствами, а их полное исключение. Все ради создания этнически чистого гомогенного государства. Вот эта цитата, по-моему, идеально все объясняет. Люди, которые веками жили на этой земле, были подданными империи, вдруг в одночасье превратились во внутренних врагов. И такое вот идеологическое переформатирование, конечно, полностью развязало руки тем, кто хотел самых радикальных решений. Хорошо, с причинами, кажется, разобрались, вакуум власти и новая идеология. Теперь давайте посмотрим, как именно эта националистическая цель достигалась, какие, так сказать, инструменты были задействованы в этой машине. Цель была сформулирована с леденящей прямотой. Очистка пространства. Важно понять, это не были какие-то случайные погромы или вспышки ненависти. Нет, это была целенаправленная, системная стратегия – вытеснить греческое население из Понта, причем так, чтобы они никогда не смогли вернуться. И эта машина работала, по сути, в 3 этапа. Сначала подрыв экономической базы, у людей отбирали собственность, разрушали их деловые связи. Затем начинались массовые принудительные депортации. Людей просто сгоняли с их земель. Ну а фоном для всего этого шел постоянный террор со стороны всяких нерегулярных вооруженных отрядов. А вот в роли этих нерегулярных отрядов есть очень хитрый момент. Они действовали как бы сами по себе, позволяя властям сохранять, что называется, чистые руки. Официально все это выглядело как стихийные местные конфликты, а на деле это был хорошо организованный террор, который решал стратегические задачи, но без прямой ответственности центрального правительства. Очень удобно. И к чему все это привело? К тотальному коллапсу. Удар был нанесен сразу по всем фронтам. По демографии людей убивали и изгоняли, по экономике у них отняли все, что давало средства к существованию, и, конечно, по культуре была просто стерта с лица земли община, которая формировалась здесь столетиями. Ну а теперь давайте посмотрим, чем же все это закончилось, и как те демографические изменения, которых добились силой, были, так сказать, закреплены на бумаге навсегда. А что же международное сообщество, спросите вы? А ничего. Печальная правда в том, что великие державы того времени прекрасно знали, что происходит, но их собственные геополитические интересы в регионе оказались куда важнее любых гуманитарных соображений, так что реального вмешательства, которое могло бы защитить людей, так и не случилось. 1923 год. Эта дата стала точкой невозврата. Именно в 1923 году Греция и Турция подписывают договор об обмене населением. И этот международный акт, по сути, просто узаконил результаты насильственной очистки. То, что было сделано силой оружия и террором, теперь было официально закреплено в договоре. Итог был окончательным. Та социальная, культурная, этническая среда, которая существовала в Понте веками, она просто исчезла.
была полностью уничтожена. Многообразие сменилось однородностью. Так какой же главный урок можно вынести из всей этой трагедии? А вот он. Насилие, если оно однажды становится легитимным инструментом политики, само по себе не остановится. Оно будет воспроизводить себя снова и снова, даже когда формальная война закончилась. Чтобы его прекратить, нужны сознательные, целенаправленные усилия по демонтажу всей этой системы. Понтийская трагедия — это ведь не просто какая-то давняя история. Это очень страшный пример того, что происходит, когда строительство нового государства идет рука об руку с системным уничтожением меньшинств. И это оставляет нас с очень тяжелым, но важным вопросом: а какие вообще существуют механизмы, способные предотвратить подобное в будущем?